После того, как Джеймс уехал, дом под Берлином опустел. Эмма стояла у окна, глядя, как его старая Ауди исчезает за поворотом. Она знала, это конец, не ссора и не пауза. Когда мотор стих, тишина сдавила стены, и воздух стал тяжелым. На кухне она машинально убрала посуду, но все вокруг напоминало о нем: чашка, рубашка, запах одеколона. Она опустилась на стул, не в силах заплакать. Вдруг тихий стук. На пороге стоял Алекс, сын Джеймса от первого брака. «Я слышал, отец уехал», — сказал он. «Вам не нужна помощь?» «Заходи», — ответила Эмма. Они ели молча. Потом она тихо произнесла: «Он не вернется». «Вы не должны быть одна», — сказал Алекс. Эти слова согрели. Ночью, когда дом скрипел от ветра, Эмма не спала. Услышав шорох, вскрикнула, и в дверях появился Алекс. «Вы закричали. Все в порядке?» Она кивнула. «Просто сон». Он подошел ближе, положил руку ей на плечо. «Все хорошо. Я рядом». От этого прикосновения в груди дрогнуло что-то забытое. Утром Алекс уже ставил чайник. Он рассказывал о работе, мечтах, о том, что хочет открыть мастерскую. Эмма слушала и ловила себя на мысли, что впервые за долгое время улыбается. Он стал приходить каждый день, то помочь в саду, то просто посидеть. Дом оживал, запах кофе, смех, следы его рук. Однажды он принес букет полевых цветов. «Это вам, просто так». Эмма не смогла сдержать улыбку. Позже, за чаем, он сказал: «Вы не такая, как говорил отец. Он считал вас холодной, но вы просто одинокая». Она отвела взгляд. «Может быть. Тогда дайте мне растопить лед», — шепнул он. Он коснулся ее щеки, и время остановилось. В ту ночь они были вместе. Утром Алекс тихо сказал: «Простите». «Не за что. Это жизнь», — ответила Эмма. Через несколько дней пришло письмо от Джеймса. «Я подал на развод. Нашел другую. Не держи зла». Эмма сожгла письмо. Когда вечером Алекс пришел, она сказала: «Теперь все кончено». «Что теперь?» «Живем». Весной они посадили во дворе яблоню. Соседи шептались, но Эмма не обращала внимания. Впервые за годы она чувствовала себя живой. А потом на пороге появился Джеймс, постаревший, с бутылкой вина. «Эмма, я ошибся. Верни меня домой». Она стояла спокойно. В кухню вышел Алекс. Джеймс побледнел. «Что это значит?» «Это значит», — ответила Эмма, — «что теперь я не одна». Он ушел, не сказав ни слова. Эмма подошла к окну, глядя, как ветер качает ветви молодой яблони. Теперь в доме снова звучал смех, не из привычки, а настоящий.